Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Артур, и вы на канале Artixio. В прошлом видеоролике я показывал вам консольные команды для игры Sons of the Forest, а в этом видео покажу вам, как установить этот и другие моды для этой игры. Присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, значит, что нужно для того, чтобы установить мод? Ну, во-первых, нам нужно зайти в папку с файлами самой игры. Мы можем это сделать либо через компьютер, если покопаемся в файлах, либо это сделать через Steam. Я уже зашел в папку с игрой, и здесь мы видим определенное количество файлов. На данный момент я показываю вам игру без каких-либо модов. Чтобы вам это доказать, я даже зайду сейчас в Sons of the Forest и понажимаю на F1, на клавишу J, которую я использовал в прошлом видеоролике. Кто не смотрел, то подсказка сейчас будет. И ничего из этого не работает. То есть моды действительно на данный момент отключены. А теперь перейдем непосредственно к установке самого мода. У нас есть два варианта, как получить этот мод. Первое, самый простой, но самый тот, который я бы вам не рекомендовал, это V-мод. V-мод позволит вам быстро скачать эту модификацию, консольные команды в том числе там находятся. Однако есть проблема того, что лично я всегда боялся использовать V-мод, потому что могут за это забанить. Есть второй способ, мы будем вручную делать моды. Что мы для этого делаем? Мы вписываем Sons of the Forest Mods в Google, в любой другой поисковик, неважно. У вас, скорее всего, появится два варианта. Либо Thunderstore, это первый у меня на момент съемки, и второй вариант — это Nexus Mods. Первый вариант, там находится большее количество полезных модов. На Nexus их, конечно, в целом как-то по количеству больше, но по качеству выигрывает Thunder. Заходим сюда. Следующее, что нам понадобится. Во-первых, вы видите здесь определенное количество модов, да? Значит, что нам понадобится? Даже с Thunder'ом у нас есть два варианта, как скачать мод. Либо мы скачаем мод менеджер, который за нас все сделает, либо сделаем вручную. Я лично буду делать вручную, повторяйте за мной, скорее всего так будет удобнее. Итак, значит, что нам нужно? Вот у нас, соответственно, дебаг консоль. Это та самая консоль, которую я использовал во время съемок предыдущего ролика. Нажимаем сюда. Перед этим, конечно же, предупреждает нас сайт о том, что нам просто необходим Bepinex. Вот он. Что такое Bepinex? Я не могу объяснить, что такое Bepinex. Это просто какая-то штука, которая нужна для модификации игр на движке Unity. Соответственно, заходим на страничку с Bepinex и листаем ниже. Вот. Manual Download я нажал, и оно сразу же у меня скачалось. На момент съемки написано, что здесь есть 15 модов, которые зависят от Bepinex. Давайте скачаем несколько, и я вам просто покажу для наглядности. Да? Например, это будет, опять-таки, консоль разработчика, да, мы заходим сюда, нажимаем Manual Download, это первый мод, который мы скачиваем. Второй я возьму, ну, например, это будет, пускай, бесконечный zipline, тоже что-то прикольное. И третий, что у нас будет, это Flight, где-то здесь, по-моему, был. Вот он, Flight, это мод, который позволяет ноуклипам быстро летать по карте. Довольно полезная штука, но дисбалансная. Теперь мы имеем 4 файла. Итак, что нам надо для того, чтобы установить сами моды непосредственно? Нам понадобится две папки. Одна с игрой, вторая с загрузки, да, откуда мы, собственно, будем брать эти папочки, которые мы только что установили. Итак, первое, открываем Bepinex. Это самое важное на данном этапе. Здесь у нас будет несколько файлов, иконки, манифесты. Это мы не трогаем, это нам не нужно. Мы заходим именно в папку Bepinex. И здесь есть 6 файлов. На данный момент то, что я вам показываю, здесь 6 файлов. Может быть, вы установите с обновлениями, будет чуть больше, чуть меньше. Я не знаю, я на момент съемок то, что вот вы видите, то я и показываю. Копируем их и вставляем прямо в директорию с игрой. Здесь у нас должна появиться вот такая картинка. Соответственно, вот 3 папки будет, да, тут Sons of the Forest, .NET, Bepinex и остальные файлы, которые мы отсюда выгрузили. Что мы делаем теперь?
Перед тем, как установить моды, нам понадобится запустить в первый раз Bepinx. Для этого я останавливаю Sons of the Forest. После того, как я остановил процесс Sons of the Forest, мы уже с установленным Bepinx заходим обратно в игру. И у нас, если мы все правильно сделали, должна открыться консоль, которая, вон, видите вы или нет, вот она на заднем плане у меня открывается. У вас будет то же самое, не пугайтесь, все нормально, так и должно быть. После того, как консоль прогрузилась, мы зашли в саму игру непосредственно, но модов еще нету. Выходим отсюда. И если вы зайдете в Bepinx папочку, здесь появятся вот эти. Я забыл вам показать до установки, вы уж извините, я забыл. Нам нужна папка плагинс, и она появится только после первого запуска игры, помните об этом. Теперь мы открываем непосредственно моды. Первый это Debug консоль, это Call Me Slinky Debug консоль, соответственно, разработчик. Здесь у нас тоже есть иконки, манифесты, не трогаем. Все, что нам понадобится, это вот этот DLL файл. Мы заходим в папку плагин слева и вставляем сюда все эти плагины. Вот Debug консоль идет налево. Ну и, соответственно, проворачиваем то же самое с другими модами. Infinite Zipline, вот здесь есть Bepinx, как видите, немножко отличается структура файла, здесь уже подготовили все за нас, но ничего страшного, мы точно так же заходим в плагины и ищем вот этот DLL файл, который перебрасываем уже к нам. Соответственно, мы установили 3 мода. И теперь заходим в игру. Так, я спас Келвина и теперь предлагаю проверить, работают наши моды или нет. Ну и первое, конечно же, F1. F1 открывает консольные команды, которые были в прошлом ролике. То есть давайте проверим, даже напишем условно add all items. Я неправильно написал команду, я забыл добавить артикль on на конце. Вот теперь у нас появляются все предметы. На данный момент я записал все правильно. Постепенно они прогружаются, то есть показываю вам, что все работает замечательно. Следующий мод, который мы устанавливали, это полет. Нажимаем на клавишу J точнее, и летаем на огромных скоростях по этой карте. Кстати, у меня, я заметил, почему-то нету интерфейса, не знаю, с чем это связано. У меня есть вариант почему. Возможно, надо использовать команду show UI. Да, действительно, не было интерфейса до этого. Последний мод, на который я предлагаю вам посмотреть, это бесконечная трость. Но я не совсем понимаю, как она работает. Она довольно баганая, но тем не менее что-то у меня получилось сделать. Давайте, например, поставим одну часть вот сюда, а вторую куда-нибудь вон туда. Опа, видите, как далеко я выстрелил? А теперь нам нужно зацепиться за этот трос. Подойдем чуть ближе и нажимаем на куда? На кнопочку Е. И теперь мы спускаемся просто на огромную дистанцию вниз. И точно так же мы можем обратно вернуться наверх. Это ли не чудо? В общем-то, на этом предлагаю закончить данный видеоролик. Если показался он вам полезным, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите ко мне на Twitch, Telegram. Там будет весело, там тепло, уютно и так далее, и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр, не болейте, будьте счастливы, всем удачи, всем пока.